Знаете эту известную байку про кота Шрёдингера? Все, что ты можешь представить, оно уже все где-то есть. Это же просто бомба для тех, кто изучает медитацию. А вот интересная еще теория. Есть такая стрела Зенона. Не слышали о такой теории? Нет, не слышал. Спасибо. Значит, Зенон Элейский – это древнегреческий философ, который жил 2500 лет назад. И он вот своей жизнью и своими трудами он пытался доказать окружающим о том, что мир, в котором мы живем, это иллюзия. То есть мир иллюзорен. И для того, чтобы это доказать, он как философ оперировал различного рода парадоксами или парадоксальными явлениями. И вот, допустим, один из парадоксов Зенона Элейского – это парадокс летящей стрелы. Вот он говорит: представьте себе, что вы выпустили стрелу, и она якобы летит. Вот мы видим, что она летит. Но на самом деле, если мы разделим весь ее полет на мгновение, как самую маленькую частицу времени, которая в это время летит стрела, то мы увидим, что стрела никуда не летит. На самом деле мы просто наблюдаем явление, которое бы сейчас современный человек называл там 24 кадра в секунду, по факту. Просто большое количество маленьких срезов, стоп-кадра на самом деле. Вот в чем прикол. И как раз, как ни странно, Зенон Элейский об этом сказал 2500 лет назад. И вот только в прошлом столетии ученые физики, которые как раз изучают принципы квантовой физики и квантовой механики, взяли этот принцип летящей стрелы Зенона и привнесли его в квантовую физику. И знаете, что они нашли? Что? Совершенно удивительное явление. Представляете, оказывается, под воздействием наблюдателя процесс распада или энтропии любого явления замедляется в 30-70 раз. Это же просто бомба для тех, кто изучает медитацию. Представляете? И время, и молодость, и здоровье. Да. Медитируя, когда ты, скажем так, вспоминаешь себя как сознание, и когда ты в себе, в сознании, да, то процессы, скажем, в данном случае распада твоего тела, к примеру, если взять, то они сокращаются, то есть замедляются.